Переделываем водяные батареи под масло. Отопление без труб очень эффективное решение на даче или в гараже. Если вы оставили помещение без отопления на несколько дней, в мороз при нулевой температуре, то батареи, заполненные водой, обязательно прорвет, так как замерзшая вода расширяется и в разы увеличивается в объеме. Если вместо воды залит тосол или масло, этого не произойдет. В этом видео мы покажем, как собрать такое отопление из старых батарей, простым и дешевым способом. Радиаторы будем использовать чугунный и биметалл. Проверим, сколько масла пойдет в каждый радиатор, как быстро он нагреется и какой тен туда лучше поставить, и чем лучше уплотнить резьбовое соединение. Первым делом необходимо обратить внимание на тен. Так как он будет греть не воду, а масло, то обязательно берите сварной тен для масла. Если взять обычный тен для воды, он долго не проработает в масле, так как температура передачи тепла в масляной среде более высокая, и тену в масле необходимо нагреваться до температуры в 2 раза превышающей нагрев в воде. Поэтому водяной тен, работая в масле, быстро перегорит или протечет, оставив неприятное пятно масла на полу. Так как водяные тены соединяются припоем, нагреваясь в масле, температура тена достигает 200 градусов, и припой теряет свои свойства. Мы советуем устанавливать сварные нержавеющие тены с регулятором температуры. Они рассчитаны для работы как в воде, так и в масле, тосоле и так далее. Тен состоит из нержавеющей стали и может нагреваться и держать температуру 500-800 градусов. С помощью терморегулятора мы ограничим температуру тена до 100 градусов. Нашли старую советскую чугунную батарею. Ее и возьмем для замера. В заглушке отверстие. Во второй же дырка. Прорвало от того, что батарею ставили с водой на холоде. Резьба заржавела, так что будем нагревать горелкой и выбивать заглушку. Во все выходы закрутим заглушки, обмотав их фумлентой. Берем алюминиевую батарею, устанавливаем тен мощностью 1 кВт. Резьбу батареи также обматываем фумлентой. Заливаем в нее масло. На батарею пошло 2,5 литра. Делим объем на количество секций и получаем количество масла на одну секцию. Это 0,25 литра. Теперь повторяем ту же процедуру с чугунной батареей. Вошло 6,8 литра. Делим объем на количество секций и получаем количество масла в одной секции. Это 1,35 литра. Измеряем температуру радиаторов. Примерно 13 градусов. Подключаем оба радиатора одновременно в сеть и засекаем время. На головке терморегулятора выставим одинаковую температуру и ждем. Температуру меряем в верхней части радиаторов. Спустя 10 минут можем видеть, что алюминиевая батарея нагрелась до 50 градусов, в то время как чугунная 30 градусов. Разница объема жидкости в 3 раза дает о себе знать.
Прошло 20 минут. Биметаллическая уже температура 60 градусов, чугунная 45. Итак, спустя полчаса подведем итоги. Алюминиевая батарея держит температуру плюс-минус 68 градусов. При этом терморегулятор Тена не выключается. Это значит, что вся тепловая энергия передается воздуху. В случае использования в большой квартире это хороший вариант. Быстро нагревается и имеет хорошую теплоотдачу. Чугунная батарея температурой 57 градусов. Она дольше нагревается из-за большого объема нагреваемой жидкости. Соответственно, при отключении тенов от сети, чугунная в 3 раза дольше будет остывать. Также в чугунную батарею можно установить тен 2-3 кВт, что идеально, если батарея одна, но хочется много тепла, и перебои с электричеством не принесут дискомфорта. Итак, проверим, насколько быстро остывают радиаторы. Нагрели их до плюс-минус одинаковой температуры, 52 градуса. Отключаем тены от сети и засекаем время. Спустя 20 минут алюминиевая батарея остыла до 28 градусов. Чугунная же остыла до 44 градусов. Прошло 40 минут. Алюминиевая батарея остыла практически до комнатной температуры 19 градусов. Чугунная все еще теплая и температурой 37 градусов. В итоге чугунная батарея остыла до 19 градусов за 1,5 часа, в то время как алюминиевая остыла за 40 минут, что примерно сопоставимо разнице объема воды в радиаторах. В этом видео мы показали, что старые батареи все еще могут принести пользу. Для этого нужны заглушки, фум-лента и хороший тен. Все это дело обойдется в 2 раза дешевле бюджетного масляного обогревателя. Заказать же качественные тены в алюминиевую и чугунную батареи любой длины и мощности с правой и левой резьбой можно на нашем сайте elementstm.com.ua или по телефону 050 631 97 99 093 203 95 98 096 994 59 30. Наши менеджеры проконсультируют вас по любым вопросам, помогут вам подобрать нужный тен и отправят его в день заказа. На длинные радиаторы устанавливайте такие же длинные тены для прогрева радиатора по всей длине. Мы производим электротены длиной до 2 метров. Ссылка же на наш сайт находится в описании под видео.